Продолжаем вязать 3 игрушечки по одной схеме. В этом ролике будет мастер-класс на такого вот мишку. Он идет как маленькая игрушечка, тоже 13 сантиметров, или как брелочек. То есть на любое усмотрение ваше. Значит, ножки и ручки мы с вами вязали в первом ролике. Ссылочку я оставлю под видео, и вы сможете посмотреть, если кто не смотрел первую часть зайки, которую мы вязали. Вот там я показывала, как мы вяжем лапки, нижние и верхние. Вот, и дальше будем продолжать вязать тело нашего мишки. Итак, начинаем вязать туловище для мишки. До третьего ряда мишка вяжет, туловище для мишки вяжется одинаково, как и с зайкой. Набираю 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок, в конце 12 столбиков. И третий ряд 1 столбик без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков. Итак, ножки уже мы связали. Вот я приготовила. Вот такие вот ножки у нас идут. И теперь мы будем с вами ввязывать ножки. Ножки, как я уже говорила, это точно такие же, как мы вязали у зайки в первом видео. Видео на зайку я оставлю в инфобоксе внизу. Вот, и начинаем с вами ввязывать ножки. Снимаю маркер. Первый столбик без накида, ставлю маркер обратно в первый столбик и провязываю еще 2 столбика без накида. Всего 3 столбика без накида. Дальше прикладываю ножку, чтобы маркер был сзади, а стопа была впереди. Таким образом прикладываем. Ввожу в первую петельку на ножке и дальше ввожу на туловище и провязываю вместе. Раз. Дальше ввожу на ножке и на туловище, провязываю 2. И опять ввожу, так как у нас 3 петельки на ножке, провязываю вместе 3 столбика без накида. Вот такая вот ножка у нас получается. Теперь провязываю 6 столбиков без накида до следующей ножки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вторую ножку прикладываю. Ввожу, значит, в первую петельку на ножке и в первую петельку на туловище. Смотрите, чтобы петельки не пропускались. Вот. Подтягиваю. Прокладываю, можно прокладывать, если есть хвостик. Вот. Вяжу вместе 2 детали и в третью петельку на ножке и на туловище. И вот провязали мы 2 ножки. Дальше хвостик убираю. Остается у нас 3 петельки. Итак, остается у нас 3 петельки. Провязываем так. 2 столбика без накида провязываем на туловище. А в последнюю петельку мы вяжем хвостик. Делаю накид. В последнюю петлю провязываем, не довязываем, вернее, столбик с накидом. 1. Еще раз не довязываем столбик с накидом. 2. Дальше еще раз 3. И еще раз 4. И еще раз 5. 5 недовязанных столбиков с накидом.
Вот, посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек на крючке. Провязываю вместе, делаю воздушную петлю. И вот такой вот у нас хвостик получается. Теперь снимаю маркер. И пятый ряд провязываю 18 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Так. Вот. Вот такой вот хвостик у нас получился. И теперь по кругу провязываем 18 столбиков без накида. Провязываем 5, 6, 7 и 8 ряд. 4 ряда провязываем теперь. Последнюю петельку за воздушную петлю захватываем. В последнюю 18 петельку. И дальше провязываем, в общем, 5, 6 и 7 ряд, 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали, вяжем 9 ряд. Продолжаем вязать 9 ряд, как по мастер-классу зайчика. 1 столбик без накида, ставлю маркер. В следующую убавка. Единственное, что я хотела сказать, у зайки мы там вывязываем платьечко, поэтому мы там один ряд вяжем за заднюю стеночку. Так как мы в мишке ничего не вяжем, он у нас будет обыкновенный, без ничего, без одежды, поэтому мы вяжем 4 ряда обычно по 18 столбиков без прибавок и убавок, то есть 5, 6, 7 и 8 ряд, то есть 4 ряда. Вот, если вы хотите вышить у мишки какое-то платьечко, сделать ее девочкой или какую-то кофточку, вот, то уже можете вязать другим цветом, или точно так же, если платьечко, то точно так же выбираете цвет платья и вяжете точно так же, как и зайку. Так как я этого не делаю, поэтому я этого ничего не вязала. 9 ряд, 1 столбик плюс убавка. Так я провязываю до конца ряда. У нас должно быть 6 повторений. И в конце ряда 12 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, в 10 ряду, как и у зайки, будем ввязывать ручки. Ручки ввязываю точно такие же. Вот такие вот ручки у меня получились. То есть такие, как и у зайки. Вот, и будем вязать точно так же, как и зайку. Цвета мы не меняем. Поэтому смотрите, значит, ввязываем мы точно так же, как и в схеме у зайки. 3 столбика без накида вяжу по туловищу. Затем прикладываю ручку и провязываю 3 столбика без накида по туловищу. Так, 1, 2 и последнее 3. Хвостик убираю. Дальше хвостик убираю, провязываю здесь по туловищу. У меня идет 3 столбика без накида. И затем последние 3 столбика я провязываю вместе с мишкой. Ой, вместе с ручкой. С мишкой. Так. 1. 2. Так, и 3. Все, такое туловище получается. Теперь 11 ряд. У зайки мы меняли цвет. Здесь мы цвет не меняем, так как я не меняла ничего. Поэтому я продолжаю вязать. 1 столбик без накида, ставлю маркер. И дальше убавка. Опять 1 столбик без накида.
убавка. Так нужно повторить 4 раза. В конце должно у нас получиться 8 столбиков без накида. И 12 ряд провязываем без прибавок и убавок 8 столбиков без накида. Все, теперь провязываем 12 ряд 8 столбиков без накида, 13 ряд 8 прибавок, 14 ряд 1 столбик без накида плюс прибавка, так повторяем 8 раз, в конце 24 столбика. И дальше 15, 16, 17, 18, 19 и 20, это 6 рядов, я провязываю 24 столбика без накида. То есть затем набиваю игрушку и глазки вставляю, опять же, между 18 и 19 рядами. Все как по схеме зайки. Все как по схеме зайки, и поэтому давайте с вами провяжем до 20 ряда самостоятельно. Я вам уже продиктовала, чтобы вы не возвращались к мастер-классу зайки. Вот, и набьем туловище и вставим глазки, и встретимся. Итак, провязала я 20 рядов, я набила уже туловище, вот, одела глазки вставила точно так же, как и у зайчика, между 18 и 19 рядами и 5 столбиков между глазками. Я их тоже подпалила, вот, и точно так же буду довязывать голову. То есть 21 ряд я вяжу 1 столбик без накида плюс убавка, так повторяем 8 раз, в конце 16 столбиков. 22 ряд 8 убавок и дальше стягиваю просто колечко иголочкой. При этом набиваю деталь головы средней плотности, чтобы можно было стянуть мордочку. Все, давайте с вами провяжем так. Набьем голову и довяжем голову. Итак, связала я, закрыла уже отверстие. Вот такая у нас получается деталь. И теперь буду делать утяжку. Утяжку буду делать глазиков точно такую же, как и у зайки. Точно такую же. Вставляю в шейку, вывожу возле глазика и оставляю хвостик небольшой в начале. Теперь с другой стороны. И вот через одну петельку вывожу на шейку. Вот так. Теперь, так, где у нас тут? Вот хвостик. И теперь просто затягиваю так, чтобы мне было вот так. И завязываю на узелок. Вот так. Точно так же и со вторым глазиком. Вот. Вывожу в один. С другой стороны вставляю и через петельку, вот через петельку вывожу. Опускаю. Так, и завязываю, чтобы были симметричны наши глазки. Вот так. И тоже на узелочек делаю 2 узелка. Обрезаю. Все, посерединке мы с вами ничего не делаем, просто вышиваем носики, все. Мы делаем утяжку только глазиков.
В мишке утяжку только глазиков я делаю. Перемычку мордочки не делаю. Мне так больше нравится, не знаю, может быть. Вот, вставляю вот иголочку и подтягиваю. И вот на шейке ничего не видно. Все. Обрезаю хвостик. Все, и теперь давайте свяжем, вышьем с вами реснички, бровки и носик. Итак, начинаем вывязывать ушки. Ушки я вывязываю сразу из головы, поэтому я сейчас покажу вам, как я определяю, где начало, а где конец. Такой инопланетянин получился у меня. Но смотрите, вот нижние части ушек, я буду иголочкой вам показывать, чтобы не убирать. Вот тут, где конец, вернее, начало глазиков, вот начало глазиков. Вот, и наши ушки идут, вот, там, где начало наших глазиков. Вот точно так же и здесь. Конец ушек, там, где начало глазика. Вот, надеюсь, понятно, да, вот. А верхние части ушек тоже ориентируемся по глазику. То есть, вот, тоже начало глазика с одной стороны и начало глазика с другой стороны. Это будет начало верхушечка наших ушек. Вот. То есть ориентируемся по глазику. Ну, это я для вас, так, чтобы более-менее было понятно, потому что я делаю это все на глаз. И серединка. Вот смотрим, серединка головы. Вот серединка с одной стороны головы и серединка с другой стороны головы. То есть это такой вот у меня ориентир. Но, в принципе, это тоже все на глаз смотрим и вышиваем, значит, вывязываем, вернее. Вот я убираю иголочку, вставляю крючок, вот, захватываю какую-нибудь петелечку, беру
хвостик немножко подлиннее оставляем, чтобы можно было его спрятать. Захватываю. Вот и делаю воздушную петлю. Дальше иду к следующей, к иголочке параллельно. Вот видите? Параллельно иду. Тоже захватываю рабочую нить и делаю соединительный столбик. И вот третью, вот к иголочке пришла, третью петельку захватываю, делаю, скажем так, соединительный столбик, вот, и делаю воздушную петлю. И вот у нас получилось 1, 2, 3 петелечки. Сделала воздушную петлю, разворачиваю вязание. И теперь в эти соединительные петельки я буду вязать. Значит, в первую петелечку я вяжу столбик без накида. Во вторую петлю, во вторую вот посерединке петля, которая соединительная, я вяжу 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. И в последнюю вяжу столбик без накида. Все. Вот такое ушко у нас готово. Теперь обрезаю, вот, обрезаю ниточку подлиннее. Ну, не совсем длинная, но подлиннее. Все, и вывожу. С хвостиком я завязываю на узелок. И смотрю. Вот. Вот здесь вот, видите, здесь идет как бы обрыв какой-то такой резкий. Я просто беру иголочку, делаю внутренний переход, вот внутренний переход, вот, и перехожу вот сюда. И просто прихватываю немножко, несколькими стежочками прихватываю. Вот, все. Вот такое ушко. Делаю узелочек и прячу. Вот. Прячу первый хвостик. Вот, и вот этот вот хвостик тоже. Все, и обрезаю хвостики. Все. Все, ушко поправляем. Вот такое вот ушко у нас есть. И второе вяжем точно такое же ушко. Так как я вязала с этой стороны, со стороны мордочки, то в следующее ушко я набираю тоже со стороны мордочки, чтобы у нас петельки были одинаковые, с одинаковой стороны. Поэтому я ввожу крючок там, где у меня была верхняя иголочка, и вот так вот вытаскиваю, хвостик оставляю. Делаю воздушную. И вот уже параллельно иду воздушная петля, разворачиваю вязание и столбик без накида. В следующую петелечку 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. И в последнюю столбик без накида.
Тоже обрезаю хвостик, вывожу, завязываю хвостики и делаю точно так же. Смотрю, чтобы ушки были наши симметричны. И вот. Здесь ушко поправлять не нужно, видите? Здесь оно вот так вот идет. Вот, теперь эти хвостики, так как мы уже узелочки завязали, просто прячем тогда в тело. Если ничего поправлять не нужно, прячу в тело. Все. И обрезаю кончики. Все, это все почистится. Все, такой мишка у нас получился. Смотрите, с хвостиком. Абсолютно ничего, все ввязывается и абсолютно ничего пришивать не нужно. Я считаю, что на таких маленьких игрушечках можно ушки вывязывать. Они очень хорошо смотрятся. Ага, и давайте теперь свяжем котика. Итак, начинаю вязать котика. Значит, я туловище связала опять до 3-го ряда, как и в мишке. Они вяжутся, тело вяжется одинаково. Набираю 2 воздушные петли, со второй петли 6 столбиков без накида, второй ряд 6 прибавок и третий ряд 1 столбик без накида плюс прибавка, так повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков. Вот такая вот деталь у нас получается. Теперь ножки точно такие же, как и у зайки, как и у мишки. Ручки точно такие же, как и у зайки, так и у мишки. Поэтому и вяжется точно так же. Единственное, отличается с 4-м рядом. Мы сейчас будем ввязывать ножки и вывязывать хвостик. Хвостик тоже по-другому, чем даже у мишки, естественно. Итак, снимаю маркер, провязываю столбик без накида и провязываю еще 2 столбика без накида. То есть 3 столбика без накида в начале ряда я провязываю. Затем ввязываем ножку. На ножку уходит 3 столбика. Ножка должна смотреть таким образом, чтобы маркер был сзади находился. Итак, смотрим, чтобы петельки не потерялись. 1, 2 и 3. Дальше провязываю по туловищу 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вторую ножку тоже вяжем точно так же, на которую уходит 3 петельки на ножку, провязываем вместе с ножкой и последняя петелька. Так, вот. И остается 3 петельки. Значит, я набираю 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и 3 столбик без накида. Вот, закончили мы 5-й ряд. И теперь будем вывязывать хвостик. Я набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Из 3-й петли от крючка я провязываю
полустолбики с накидом. Раз. То есть вы поняли, да? Я вот провязала. Вот и теперь будем по воздушным петлям вязать полустолбики с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот провязала я 7 полустолбиков с накидом. И теперь снимаю маркер, провязываю 5-й ряд. Столбик без накида и ставлю маркер. Это будет наше начало 5-го ряда. И теперь по кругу точно так же 5, 6, 7, 8 мы провязываем 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. То есть только единственное, что смотрим, здесь в конце хвостик, столбик без накида. И вот начало ряда, это будет вернее, конец хвостика, это будет начало ряда нашего. А вот. Дальше провязываем 4 столбика, значит, по 18 столбиков без накида. 9-й ряд вяжем точно так же 1 столбик без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 12 столбиков. Ручки точно так же вязываем. В 10-м ряду вяжем ручки. Вместе, к телу вместе вязываем, поэтому точно так же 3 столбика без накида, затем в 10-м ряду 3 столбика без накида, затем 3 столбика с ручкой, 3 столбика без накида и 3 с ручкой. Затем в 11-м ряду 1 столбик без накида плюс убавка, так повторяем 4 раза, в конце 8 столбиков, 12-й ряд 8 столбиков без накида, 13-й ряд 8 прибавок и начинаем уже голову ввязывать. 13 ряд 8 прибавок, 14 ряд 1 столбик без накида плюс прибавка, так повторяем 8 раз, в конце 24 столбика. И дальше с 15 по 20 ряд 6 рядов мы провязываем 24 столбика без накида. Опять же набиваем туловище, вставляем глазки между 18 и 19 рядами и 5 петелек, 5 столбиков между глазками. Давайте до 20 ряда провяжем самостоятельно, вяжется одинаково, как и мишка. Единственное, я показала хвостик, как вывязывается он по-другому. Все, и теперь давайте с вами провяжем и уже встретимся. Итак, связала я вот такого вот котика до 20 ряда. Набила уже туловище, вставила глазки, точно так же, как и у кролика. И теперь, значит, вяжем 21 ряд, 22 и стягиваем кольцо точно так же, как на мишке, так как и на зайке. И точно так же на котике. То есть 21 ряд мы вяжем 1 столбик плюс убавка, так повторяем 8 раз, в конце 16 столбиков. Набиваем средней плотности голову, чтобы можно было хорошо утянуть, хорошая была утяжка. Вот, 22 ряд 8 убавочек и затем стягиваем иголочкой отверстие. Давайте с вами довяжем этого котика. Итак, довязала я голову. Вот такая деталь получается. Теперь делаем утяжку глаз. Опять я взяла плотную ниточку. У меня это Alize Diva. И обычную иголочку с тупым концом и большим ушком. Все вставляю в шейку и вывожу. Вот точно так же делаю утяжку, как и на всех своих игрушечках. Оставляю хвостик. Хвостик небольшой оставляю. Теперь ввожу сюда и через петельку вывожу. Вот. Не в одно и то же отверстие, а через одну петельку. Все, и теперь завязываю.
на узелок. Все, один глазик сделала. Теперь делаем утяжку второго глазика. Тоже вывожу через петельку. Опускаю вниз. И завязываю. Смотрим, чтобы глазки были симметричны. Все, на узелочек завязываю ниточку. Все, и теперь давайте вышьем носик. Носик и усики. Ниточку мы не обрезаем, мы оставляем для того, чтобы сделать поперечную утяжку. Вот, мордочки. Но сначала мы вышьем с вами носик и усики.
Итак, вышили мы носик, значит, усики. Все это я показываю в ролике, да, как я делаю утяжку, вот эту вот поперечную. Затем вышила я бровки. Бровки я делаю, я беру ярнард джинс и на две части их делю. То есть можно, кто любит потоньше, тот делит. Или обычную швейную ниточку, например, в 4 слоя, в 2 это мало будет. Вот. Носик и усики, значит, я не делила. Носик я вышивала в 2 нити, затем я одну обрезала, вышила усики, потому что в 2 нити было бы слишком жирные они. Очень некрасиво было бы для маленькой кошечки. Вот. Ну, а вы смотрите сами. Ушки точно так же мы будем вывязывать. Как и у Мишки, я определила, где у нас будут ушки. То есть ушки у нас будут на уровне глазика одного и второго. И вот на уровне начала глаз верхушки. Вот такой вот, как бы, определила себе ориентир, как я буду вывязывать ушки. Вот, и беру пряжу, опять подлиннее хвостик, чтобы можно было его спрятать и завязать. Снимаю я иголочку, ввожу крючок, вот, перпендикулярно иду к вершине, к верхушке, делаю воздушную петельку сначала, вот, и затем нам нужно провязать 4 соединительные петли. Вот 2 уже мы провязали, это будет 3, и это будет 4. Вот сразу так. Вот так вот 4 соединительные петельки. Теперь я делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание, делаю столбик без накида, провязываю в первый столбик без накида. Столбик без накида, в следующую петелечку, во вторую, вернее, я не туда провязала. Вот первая петелька, столбик без накида. Во вторую петлю я провязываю 1 полустолбик с накидом и 1 столбик с накидом. В третью петелечку я провязываю столбик с накидом и 1 полустолбик с накидом. И в последнюю петельку провязываю столбик без накида. Все, обрезаю хвостик, вытягиваю его, завязываю узелочек, и смотрю. Вот такое ушко у нас получилось. Хвостики пока не убираю, делаю вторую, чтобы потом можно было их скорректировать, подкорректировать их можно было. Так, беру вторую. И начиная с верха, вставляю там, где иголочка. Делаю воздушную петельку, подтягиваю. И точно так же 4 соединительные петельки я провязываю вот
Провязав 4 соединительные петли, делаю воздушную, разворачиваю и точно так же в первую провязываю столбик без накида, во вторую петлю 1 полустолбик с накидом и 1 столбик с одним накидом. В третью петельку соединительную я провязываю столбик с одним накидом и 1 полустолбик с накидом. И вот последнюю петельку провязываю столбик без накида. Все, обрезаю хвостик, вывожу и завязываю. И сейчас будем смотреть и выравнивать ушки так, как нам нужно. Как и у мишки, мы можем их стежками как-то их вот и стежочками их можно прихватить. Вот с этой стороны, я думаю, можно прихватить. Я сейчас, чтобы они одинаковые были, симметричные, одеваю иголочку, завожу вовнутрь и вывожу вот снаружи иголочку. Вот. И просто прихватываю вот стежочком. Вот, прихватываю вот так вот ушко. Вот. Все, и теперь хвостик один и хвостик второй вывожу тоже в любое место, путая ниточки. Так, ниточки от этого ушка уберу, чтобы они нам не путались. Вот, вывожу в такое же место, вот, и обрезаю хвостики. Все, первое ушко наше готово. Вот, теперь второе ушко. Тоже можно его подправить, если что-то не так. Вот, и здесь стежочком тоже прихватить. Вот такие ушки получаются у кошечки. Теперь путаю ниточки. Ой. И вторую хвостик тоже вывожу в любое место. Это ушко получается немножко острее, чем у мишки. У мишки такое кругленькое ушко, а у кошечки немножко такое остренькое. Все, вот такая вот кошечка получилась. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. Давайте посмотрим все три наши игрушки. Итак, вот наши все три игрушечки, связанные по одному мастер-классу. Надеюсь, у вас все получилось, вам понравился мастер-класс. Если все понравилось, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.